Привет! Сегодня в ролике речь пойдет об обновленных бюджетных фитнес-часиках от Halo. Модель называется LS02, или же, как гласит надпись на их коробке, Halo Smartwatch 2. Разумеется, это никакие не умные часы, а всего лишь фитнес-браслет в корпусе часов. И тем не менее, в самом начале, забегая далеко вперед, хочу сказать, что данный девайс мне очень понравился. За свои деньги, а купила их на Алиэкспрессе за 1800 рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно $25, часы получились очень классные. Разумеется, в них есть определенные спорные моменты, на которые стоит обратить внимание, но в целом, как по мне, они ничем не хуже тех же Realme Watch, которые в свою очередь не так давно были у меня на обзоре. Ведь все недостатки Halo LS02 легко нивелируются их небольшой ценой, чего, допустим, не скажешь про новые часы от Realme. Упаковка новинки уже привычная для Halo. Это максимально простая картонная коробка, облаченная в цветную обложку с изображением самого устройства на лицевой стороне и с краткими техническими характеристиками на обороте. Комплектация стандартная, часы, магнитный кабель для зарядки и краткое руководство пользователя. Внешний корпус часов практически не изменился. Он выполнен из пластика с единственной физической кнопкой на правом торце. Она по-прежнему металлическая, но в сравнении с первым поколением нажимается теперь мягче и приятнее. Габаритные размеры корпуса по длине и ширине составляют 50 на 35 мм, при толщине в 11,5. Ремешок имеет быстросъемные механизмы и стандартную 20-мм ширину, так что тебе будет где разгуляться, ведь подобных аксессуаров на Алиэкспрессе полным-полно. Сам по себе комплектный ремешок очень приятный на ощупь, а застежка выполнена из металла. В нижней части корпуса посередине установлен обновленный датчик измерения частоты сердечных сокращений. Теперь в него встроен сенсор присутствия часов на руке. Таким образом, пульс у воздуха или же предметов они не считают. По крайней мере, как бы я ни пытался его обмануть, у меня это сделать не вышло. Встроенный датчик CSS обладает способностью непрерывного мониторинга пульса в течение 24 часов. И для подобных бюджетных моделей это редкая опция. Даже в Realme Watch после всех моих тестов измерения можно поставить под большой вопрос, ведь сенсора присутствия часов на руке там нет. Тем не менее, во время моего простого теста с батутом показания часов Halo немного разнились с теми же в Honor Band 5. Я понимаю, что браслет от Honor эталоном назвать сложно, но разница в плюс-минус 10 пунктов все же имела место быть. Но что я точно могу похвалить в этих часах, так это функцию мониторинга сна. Работает она без сбоев и считает реальный сон, а не как в случае с Realme Watch выдумывает показатели. По крайней мере, все то время, что я с ними спал, результаты были очень близкими к реальным, да и по-хорошему спать в них было гораздо удобнее, нежели в часах от Realme. В Halo LS02 установлена квадратная TFT-матрица нового поколения с диагональю 1,4 дюйма и разрешением 320 на 320 точек. И вот этот апгрейд меня очень порадовал. В сравнении с предыдущим поколением дисплей прилично прибавил, как в яркости, так и в четкости изображения. Оно теперь более сглаженное. Особенно это заметно в отрисовке скруглений на иконках и значках. Да и в целом анимация стала намного плавнее и приятнее глазу. Сам экран теперь расположен симметрично относительно всех сторон, а не смещен вверх, как это было в предыдущем поколении. За счет этого рамки вокруг дисплея не смотрятся очень громоздкими. Управление здесь практически полностью сенсорное. Нажатием на физическую кнопку можно лишь принудительно активировать экран, либо вернуться на один шаг назад, если ты путешествуешь по пунктам меню. Свайпом справа налево по экрану или же наоборот можно прокручивать различные виджеты. Сюда отдельно вынесли быстрый запуск медитации, виджет погоды с информацией о температуре на 4 дня вперед, следом идет кольцо сна, ну по крайней мере я его так назвал, оно отображает усредненные данные по последнему сеансу сна. Следующий виджет отвечает за принудительный замер пульса, и как только ты долистываешь до него, он сразу же начинает измерение. И если в этот момент провести по экрану снизу вверх, то можно увидеть миниатюрный график измерения пульса за сутки. Это, конечно, мало информативно, но выглядит прикольно. Ну и замыкает цепочку виджетов информация о пройденном расстоянии, шагах и сожженных при этом калориях. Кстати, здесь хотелось бы отметить, что шаги при поездке в машине часы самопроизвольно не прибавляют. Да и вообще, что касается измерений данных, то новые Halo LS02 так откровенно не чудят, нежели часы от Realme. Разумеется, погрешности в измерениях есть, но в подобных устройствах в принципе все относительно. Свайпом по экрану сверху вниз можно вызвать меню быстрых функций. Здесь можно изменить яркость дисплея, для регулировки которой доступно 4 уровня, включить поиск телефона, активировать режим «Не беспокоить» или перейти к основным настройкам часов. В главное меню же можно попасть, проведя пальцем по экрану снизу вверх.
Помимо виджетов, вынесенных в быстрый доступ, здесь имеется раздел с 12 спортивными активностями, такими как бег, ходьба, велосипед, альпинизм, велотренажер, йога, беговая дорожка, свободная тренировка, гимнастика, баскетбол, футбол и гребля. Далее за спортивными активностями идет раздел с уведомлениями от приложений, виджет управления функциями мультимедиа, а также раздел «Еще», куда помимо медитации и поиска телефона поместили таймер и секундомер. Ну и замыкает основное меню часов раздел с настройками. В общем, как ты, наверное, понял, меню здесь очень простое, и разобраться в нем будет несложно, тем более, что интерфейс здесь пока полностью на английском языке. Вполне возможно, с обновлениями придет и русский, но пока часы еще ни разу не обновлялись. Если зажать палец на стартовом экране на несколько секунд, то можно быстро попасть в меню выбора циферблатов. Их тут всего 5. Лично мне из всех понравилось только 2. И, к сожалению, в приложении дополнительных watchface'ов накачать нельзя. Там в принципе отсутствует такая надстройка. И вот на этом фоне Realme Watch, конечно, смотрится выигрышнее, ведь производитель со временем обещал добавить в приложение еще больше новых циферблатов к уже существующим 12. А что ожидать от Halo по этому вопросу, пока неизвестно. Часы работают со смартфоном посредством одноименного приложения Halo. К старому приложению от LS01 Halo Sport они не подключаются. Как и все меню часов, само приложение также полностью на английском языке. В интерфейсе имеется 3 вкладки. Первая — это Home с отображением всей твоей статистики и измерений. Вторая — Sport, позволяет запустить тренировку с геолокацией. Ну а в третьей вкладке отображается твое устройство и его настройки. Здесь также можно будет в будущем выполнить обновление, когда оно появится. К сожалению, выбор приложений, от которых можно получать уведомления на часах, ограничен. Самые популярные мессенджеры присутствуют, но вот про Telegram почему-то здесь забыли. Зато иконки приложений, от которых приходят уведомления, отображаются все, так что гадать, откуда пришло сообщение, тебе не придется. Шрифт уведомлений русский, читабельный, но не самый красивый в мире. В часах от Realme это выглядит интереснее, но без иконок приложений. Здесь, кстати, справедливости ради, хотелось бы отметить, что для Halo LS02 есть еще одно приложение под названием Halo Fit. Оно также доступно в маркете и переведено на русский язык, но выглядит так убого, что после того, как я его открыл впервые, у меня совершенно отпало желание им пользоваться в дальнейшем. Однако, если ты хочешь, чтобы уведомления приходили от любого приложения, то лучше поставить Halo Fit. Там можно добавить все, что угодно, даже Telegram. И, кстати, к вопросу о том, что часы периодически отваливаются от смартфона. Поначалу такое было и у меня, пока я не сделал кое-какие манипуляции. Помимо активации автозапуска и дополнительных разрешений, мне помогла блокировка закрытия приложения в панели многозадачности. Да, это садит батарею смартфона чуть быстрее, но зато теперь часы всегда в связке со смартфоном. При очень сильном желании, да и вообще в принципе, с часами можно и поплавать. Класс защиты от пыли и влаги IP68. Но как ты понял, спортивных активностей, как и в Realme Watch, здесь для этого не предусмотрено, собственно, как и блокировки экрана. Так что прежде чем идти в воду, активацию экрана запястьем лучше отключить. Что же касается автономности, то по спекам заявлено 20 дней в режиме круглосуточного мониторинга пульса и 30 дней в режиме ожидания. Здесь установлен аккумулятор на 250 мАч, а соединение обеспечивает Bluetooth 5 версии. Но вот по факту часы на руках у меня чуть больше недели, и я уже успел однократно их зарядить. Вполне возможно, виной тому то, что я выкрутил яркость на максимум и очень активно их использовал для того, чтобы все проверить и отснять все видеоматериалы. Также для этих целей я увеличил интервал активности экрана до 15 секунд. Ну и постоянный мониторинг пульса я все это время не отключал. Вообще, тут хочу сказать, что показатель автономности для каждого индивидуален. Все еще во многом зависит от того, сколько уведомлений и откуда будут приходить. У кого-то EMS Fitbit живет по 10 дней, так что в этом вопросе все относительно. Тем более, когда приходит уведомление, в LS02 моторчик вибрирует дважды. Он здесь не такой сильный, как в Realme Watch, и уровень его вибрации всего один. Оттого, по всей видимости, производитель решил сделать именно двойное оповещение. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если смотреть в целом, то Halo Smart Watch 2 часы интересные, особенно если учесть их доступную цену. Как по мне, обновление получилось очень удачным, и хочется надеяться, что производитель не забьет на их развитие и с новыми прошивками они станут еще лучше. По крайней мере, было бы неплохо, чтобы приложение работало в фоне, как тот же Mi Fit, а не висело в трее многозадачности. Ну и разумеется, в будущем было бы неплохо получить больше хороших циферблатов в свой арсенал. Однако, даже если смотреть сейчас на то, что нам предлагают за 25 баксов, то определенно это хорошая альтернатива какому-нибудь фитнес-браслету. Особенно выигрышно данные часы
часы смотрятся на фоне Realme Band из моего недавнего ролика. Ну а что ты думаешь по этому поводу, как всегда, пиши в комментариях. А на сегодня у меня все, спасибо тебе за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока.